Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится с первых дней 2026 года? На пороге каких событий вы стоите буквально со дня на день? Давайте с вами узнаем, что изменит вас, а что изменит вашу жизнь. И на картах цыганского старинного пасьянса мы узнаем, какие события, именно события нам больше рассказывают и буквально показывают карты пасьянса. Так вот, какие события вас ожидают в ближайшие дни? Я бы хотела сказать, что весь январь, скорее всего, Уран, находясь в ретро-движении, будет напоминать какую-то хорошо знакомую историю. Но он нам помогает, словно вернуться, может быть, к тому, что хорошо знакомо, к тому, что уже сложилось, но как-то это переделать. Ведь все, что ретро, это всегда с приставкой «пере». Переделать, переписать, пересмотреть, передумать, может быть, и так. Но это связано, опять же, будет уже с тем, что в принципе не новое, а нам, может быть, даже и хорошо забытое старое. Чтобы жизнь пошла с правильной ноги, нам, наверное, придется к чему-то вернуться и как минимум что-то переделать, переоценить или как-то переиначить, реструктурировать. Давайте с вами узнаем, о чем нам расскажут карты пасьянса. И всегда говорю, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы получите. А если хотите больше подсказок, переходите на мой сайт. У меня последние статьи, они практически все касаются 2026 года. И я так думаю, вы люди интуитивные, вы как раз для себя, но обдумывая какую-то свою историю, вы, может быть, даже сумеете что-то просчитать. Есть статья «Коридор возможностей». Я попыталась соединить планетарные транзиты и нумерологию. То есть там есть четко даты, ну и другие, конечно, статьи. Все ссылки в описании под видео. Луна. Сомнения, мои дорогие, вот буквально с первых карт. Может быть, какая-то тема, или вам непонятно, вот действительно тут надо что-то прояснять, или какая-то задвоенная история, непонятно, как поступить, или непонятно ждать что от человека конкретного, да, может быть, вы и готовы уже принять какое-то решение, но оно какое-то вибрирующее такое. Давайте продолжим. Может быть, нам и прояснят, чем же вы там будете со дня на день заниматься, или что будет стоять в центре ваших интересов. Ну, как бы там ни было, у вас сильная позиция. Конечно, корона, да, символ власти, она будет говорить и о том, что вам самим, возможно, придется совершить какое-то путешествие по инстанциям, по официальным лицам, кто-то может обращаться, потому что готовите документы, тут у каждого что-то свое. Но по этой карте ведь это всегда какая-то буква закона, точнее, значению. По этому значению буква закона, она все-таки присутствует. Мы как будто хотим сделать что-то наверняка. Не приблизительно, а вот именно так, как прописано законом или каким-то регламентом. Может быть, не просто даже менталитетом, а вот мы хотим больше определенности, четкости. Поэтому я так склонна думать, что какой-то именно документ, потому что юридическая бумага для нас в некотором смысле иногда может быть и защитой, или, в принципе, какой-то путь открывает. Но иногда и наоборот, конечно. Но тогда дает нам определение, можем мы на что-то рассчитывать или нет. По крайней мере, мы тогда четко понимаем. Но это и в вашей сейчас власти как будто согласовать, решить, прояснить многое. Что же тут для вас еще с первых дней? Нож. Вы знаете, у кого-то могли быть, ну, какие-то либо ссоры, либо конфликты, может быть, и дома даже, вот, или с кем-то, с каким-то человеком, да. Ну, иногда так вот, если мы на карту, точнее, на карты Таро переложим месяц или луна, но это наша семья или какое-то ближайшее окружение. Может быть, это не буквально кровный какой-то родственник, но тот человек, который вам знаком, может быть, с ним была либо конфронтация, либо не сумели договориться. Может быть, и не было конфликта.
Но вы знаете, то состояние, разошлись как в море корабли, каждый при своем мнении. И какая-то вот ситуация двойственная тоже создается. Давайте посмотрим, что еще. А тем не менее, спокойное течение жизни. Свеча. По крайней мере, это то, с чего начинается январь. Ну, то, что нам демонстрируют карты расклада, будем реалистами. Смотрю, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем соединять карты, которые находятся в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. И вот пока я с вами говорю, я смотрю, что же тут еще у нас попадает под соединение. Откровенно говоря, что-то я не вижу ничего. Нет, вижу. Какая-то дорога. Может быть, это и вы будете в сомнениях куда-то отправляться. И для кого-то эта дорога может быть, ну, как целое путешествие куда-то далеко. А для кого-то из вас это будет много мелких дорог, потому что вам вот именно какие-то развеять либо сомнения, либо провести какие-то важные переговоры. Может быть, с этого и начинается у вас год, мои дорогие, потому что мы именно пытаемся что-то прояснить. Надоело, вот как сумерки, ведь всегда у нас по луне или тут месяц какие-то сумерки, когда, ну, может быть, что-то и обещано, а в реальности это не присутствует. Или, может быть, мы чего-то и хотели, а оппонент не хотел или не хотела. И неважно, кто этот оппонент. Отношения личного характера или это касается работы. Вот вам явно нужно что-то прояснить. И, может быть, вот это, кстати, конфликт, ссора или какое-то недопонимание — это было прежде. Но вот вы теперь хотите бы разобраться, может быть, как раз вот с этим. Мне показалось, или тут на самом деле мы диаметрально противоположные какие-то личности. Мы не можем, вот как единое направление, вместе мы никогда не построим. Вот явно есть какая-то тема, может быть, она вас и мучает, и вам расхочется расставить все по местам, по логическим местам. И, может быть, даже много будет дорог, но, наверное, вот спокойное течение жизни говорит, мои дорогие, вот, видимо, действуя планомерно, шаг за шагом, что-то проясняю. Вот в данном случае корона. Вам хочется больше ясности, четкости, понимания, а не каких-то там расплывчатых границ. Ну, давайте мы с вами дополним карты Таро и узнаем, что для вас прояснится в ближайшие дни. С первых дней года, что прояснится для знака зодиака Рак в ближайшие дни. С первых дней года. Какая там тема будет прояснена, или вы ее будете прояснять? Ну, правда, тут вопрос касается семьи, взаимоотношений. Может быть, и денег, кстати, все-таки пентакли. Откуда к вам приходят деньги, да? Может быть, это касается какой-то помощи. Либо вы помогали, либо вам кто-то помогал. Может быть, это касается и буквально недвижимости, то есть вашего дома, как стены, да, мы будем говорить. Или где вы планируете проживать. Я этого тоже не исключаю. Вот какие-то вопросы, но ведь это карта изобилия, процветания, мои дорогие. Это стабильности карта. Королева кубков — это о вас. Это именно вы что-то хотите прояснить. Не кто-то там, а вам нужно разобраться в каком-то вопросе, по крайней мере, я так вижу, либо личная жизнь, либо финансы. Что прояснится? А потому что какая-то зависшая история. Ни вперед, ни назад. Продолжается. Да, тут какая-то история, которая длится очень долго. Ну, тут у каждого по-своему. И, может быть, это даже для кого-то из вас, когда люди, ну, как на расстоянии, может быть, были, да, и меня смотрят люди из разных стран, и кто-то действительно, война разлучила, вот есть и те, кто меня смотрит именно из тех стран, где сейчас идет война. Ну, или каким-то образом неспокойно, да, или в той местности, где вы находитесь, ну, какие-то ограничения, все-таки аркан повешенный. Но, может быть, какой-то период и вы сами какую-то историю поставили как на предохранитель и сказали, ну все, не хочу этим заниматься. Но тогда я могу предположить, в начале января какие-то события вас могут вернуть опять к тому, что хорошо знакомо. И явно вам с этим нужно определиться. А что это еще?
Отношения личные, мои дорогие, у нас пара король кубков и королева кубков. Именно семья. Может быть и семья, и переезд, но, в принципе, спокойное течение жизни. Ведь для кого-то ничего подобного. Каких-то нет там сложных коллизий, да, в отношениях. Мы все разные. И у кого сейчас в семье, в вашей паре все хорошо, то, в принципе, все и хорошо. Десятка пентаклей и пара, да. И, в принципе, где-то могут говорить, что все знакомо. Может быть. Так вот немножко хочется драйва. Как-то так заскучали в уголке. Потому что хочется, чтобы что-то менялось. По аркану повешенный ничего тут не меняется. Тогда вы сами будете, знаете, как в поисках вдохновения. Что я могу улучшить, что я могу изменить. Правда, у кого-то так. Что прояснится. Но, тем не менее, 13-й старший аркан говорит о том, что трансформация какая-то запущена. И это отнюдь не вы. Запускаете этот процесс, ведь этот старший аркан очень часто влияет, знаете, как какая-то новость, которую мы слышим. Или пусть это события, которые связаны с людьми, нам знакомыми, или новости, которые нам приносят эти люди. Да, мы ничего подобного не инициировали, собственно, и не ожидали, но каким-то образом вот ваши контакты с кем-то, вот у кого-то так проиграется, и те новости, которые приходят на ваш порог от конкретного человека, будут связаны с какой-то историей, и каким-то образом это будет оказывать влияние на вас. Ведь это всегда карта трансформации, повторюсь, и завершения чего-то. Может быть, я такое вполне предполагаю. Кто-то не мог даже с семьей, допустим, куда-то поехать, отправиться. То вот теперь как смена конфигурации. Теперь есть какая-то другая возможность альтернативная. И тогда рядом двойка жезлов. Мы по ней строим как раз планы на будущее. Еще мы пока не приступили, но планы мы уже просчитываем как будто. Ну вот, видимо, что-то завершается. Вполне вероятно, это у кого-то будет связано с известием от конкретного человека. Или когда вы, как я говорила, может быть, пошли по инстанциям и узнали, предполагали, что закон работает вот определенным образом, да, а тут мы узнаем, что да нет, вот тут закон у нас работает как-то немножко по-другому. Вот наши предположения где-то не оправдываются. Иногда по королю жезлов и идут именно люди, которые, ну, как официальное лицо. Может быть, и конкретно есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. И вы будете думать, может быть, это у кого-то не самая, кстати, веселая история. Все же, опять же, мы все разные. И тогда кто-то будет думать о том, что как-то наши отношения подзастряли, и непонятно, не то они продолжаются, не то они завершаются. Вот кто-то может думать именно так, потому что, посмотрите, аркан повешенный, это когда вроде и продолжается, но оно застряло. Оно продолжается не с прогрессом, а уже такое что-то надоевшее знакомое. А вот вроде как драйва-то надо бы и вдохнуть, но для кого-то из вас, правда, как конкретный конфликт вот с человеком, может быть, стихии огня. Вот я такого не исключаю. Какая-то вроде как конфронтация. Может быть, это она была. Может быть, вы будете словно прояснять, сядете за стол переговоров, скажем, да, и будете вместе что-то обсуждать. Все-таки десятка пентаклей говорит о том, что мы можем договориться. Ну, давайте мы разберемся, а что уйдет? Или что вы будете завершать? С чем вы будете определяться? В какой сфере, может быть, вашей жизни со дня на день? Вопросы дома и вопросы денег. С чем вы будете определяться? Не хотите вы повторения какого-то прошлого? Вам точно какая-то история, как уже, ну, настолько надоело, что даже не хочется куда-то отглядываться. Тройка мечей. Уже как будто очень много отрицательных эмоций. И если мы спросили, что уйдет, ведь посмотрите, на самом деле, пусть оно идет себе, правда? И будем даже держать не станем. Тройка мечей, карта разочарования или предательства. Карта, когда человек в отношении нас как-то повел себя совершенно некрасиво. Но мы теперь уже раньше мы, может быть, вот в какой-то темной мрачной комнате, словно тогда аллегория, находились. И за окном вечный дождь, ничего не меняется. Но теперь нас уже в этом прошлом нет. Вот какое-то прошлое от вас уходит, которое, может быть, одновременно было сопряжено с какими-то сложностями
жилищного характера и одновременно финансового. Вот у кого-то так. Если что уйдет, то вот именно для кого-то из вас веха такая наступает, когда не просто прошлое пытается от вас оттолкнуться, а то прошлое, которое со знаком минус. Потому что сама по себе, как заноза, пятерка пентаклей всегда мелкая карта, но вот именно заноза, неприятная. А тройка мечей – это когда, да, мы становимся сильнее. Любая тройка – карта будущего. В данном случае имеется в виду, что это мы когда-то были, словно вот на этом измятом топчине. И у нас ничего не менялось. И мы какой-то период жизни вынуждены были прожить вот в каком-то таком мрачном режиме. Но теперь нас в будущем уже нет. Человека нет на этой карте. Он уже вышел. Исписанный дневник, пролитые чернила. Это вообще смятая постель. Ничего это не имеет никакого значения. И словно сам человек провел такую аффирмацию, создал макет сердца и 3 жирных точки в чем-то поставил. Вот эта ситуация нас какая-то очень сложная и болезненная сделала сильнее. И на место вот этим разочарованием приходит здоровое равнодушие. Мы очень рационально видим и вопросы финансов, но и вопросы, может быть, взаимоотношений. Хорошо, так что вы еще завершите. Какие-то манипуляции вы с каким-то человеком завершите. Или манипуляции человека. Может быть, для кого-то из вас эта ситуация, знаете, была, к примеру, все-таки, ну, я раньше такого не говорила, сейчас иногда говорю. Иногда старшие арканы в некоторых колодах, они соответствуют некоторым знакам зодиака. Так вот, знак мага в основном это у нас Меркурий однозначно, и в некоторых колодах это близнецы, в некоторых колодах это еще одновременно бывает и дева, кстати, может быть, у кого-то и так совпадет, может быть, и есть конкретный человек. Но это, знаете, это какая-то история, как игра в одни ворота. Вот вы будете закрывать все игры в одни ворота, когда в отношении вас, это в целом для всех, были манипуляции со стороны других людей, или когда каждый видел какой-то свой приоритет или интерес и действовал по своему интересу, а вот вы действовали, ну, как с открытой душой. Поэтому вы и проиграли в чем-то, мои дорогие. Вот тут, скорее всего, будет такая болезненная история, которая вас, может быть, даже на какой-то период заставила закрыться. И это уходит. Старший аркан говорит, что это не обязательно прям тут 2-3 дня. Нет, тут, скорее всего, какая-то давняя история. И, в принципе, нам об этом тоже сказали. Потому что такие старшие арканы выпали, да, как будто подвешены, потом завершение, смерть и карта маг. Теперь вы сами управление своей жизнью берете в свои руки. Теперь будет так, как вы хотели. Так а что же нового войдет в вашу жизнь? Что будет вами продолжено? Вообще фантастика, правда. И карта сразу говорит, у кого в парах хорошо, у кого не утрачено, наверное, это взаимопонимание. Понятно, что тут будет еще лучше. Правда, опять посмотрите, десятка пентаклей, десятка кубков. Для тех, у кого есть желание, да, но желание, оно должно быть с двух сторон. Может быть, помириться, потому что тут все-таки чувства, дом, дела семейные, домашние, они присутствуют. Проговорить какие-то важные темы, восстановить отношения. Причем сделать это все искренне. Возможность, по крайней мере, есть, что будет продолжено. Дела семейные будут продолжены. Может быть, и какие-то отношения будут продолжены. Но девятка мечей – это, знаете, все равно как будто сомнения. Они не уйдут так быстро. По этой карте, ведь девятка мечей или восьмерка мечей, я всегда говорю, это карта искаженного восприятия. Мы именно подзастряли. От нас самих тут многое зависит. Никто не придет нам объяснять, в чем мы там правы, неправы. Да и согласитесь, мы бы даже слушать никого не стали. Поэтому вам нужно рационально самим что-то обдумать и не добавив в это каких-то эмоций, иначе путаница повторится. А вот тут нельзя допустить, потому что тут счастье, ведь, по сути дела, изобилие, процветание, 2 карты. Вот для того, чтобы к этому прийти, не надо себе устраивать какую-то глубокую философию. Вот посмотрите, карта колесница очень символичная. Должна сказать, что в некоторых колодах колесница, как раз рак, обозначает. Пусть далеко не во всех, но в некоторых, как ни странно, колесница. Казалось бы, рак, да? Почему колесница? А это вот на самом деле так. Но это какой-то выбор.
Вообще это карта победы и успеха, мои дорогие. Вот что новое идет. Но, видимо, как будто стоит у причала, у порога вашего вот эта колесница. Удача и победа. Что-то совершенно новое. Вот если мы спросили, а что же нового? Да тут все новое. Мы как будто доходим до какой-то черты. Видимо, вы будете определять, что вы возьмете с собой. Вот это какая-то, пусть зависшая ситуация, или какие-то свои приоритеты, интересы, может быть, и душевные, любовные, эмоциональные. Но есть и то, что ну, не может быть продолжено, потому что это какой-то не либо конфликт, либо какая-то конфронтация. Ну, наверное, эта энергетика мага, она на вас точно так же влияет, потому что хочется какого-то прогресса, а отнюдь не застоя или словно тупика, мои дорогие. Вот для вас, видимо, совершенно необходимо себе сказать, чего же вы, с одной стороны, не хотите и понимать, может быть, даже написать такой тезис-план, да, пополам разделить страницу. Чего я не хочу сначала написать, поверьте, это очень быстро нас как-то ориентирует правильно. И чего мы хотим. А потом где-то вписать в соседнюю колонку мои ресурсы на сегодняшний день. Тогда мы видим наглядно. Мы когда видим наглядно, так человек устроен. Работает сразу несколько систем восприятия. И тогда меньше вот этого самокопания. Вам самое главное, знаете, как камень преткновения. Мы именно подзастряли, потому что мы что-то видим по-своему. А по факту тут уже вокруг все меняется. И у вас-то на пороге добрые перемены. Ладно, давайте мы с вами спросим вам совет, да, совет на ближайшие дни, со дня на день. Как будто правда куда-то, может быть, нужно и поехать, или вот как разузнавая все. Хотела вам сказать, где-то тут карта, вот это вот значение. Может быть, для вас действительно нужно понимать, что вы можете или какие ваши вариации, мои дорогие, по закону, а чего вы не можете сделать. И одновременно дорога, да, иногда по восьмерке кубков мы ищем выход, и мы его и находим. Здесь может быть какая-то ситуация, которая сродни именно путанице, которую пришло время завершать. 13-й аркан об этом может говорить. Да, собственно, все остальные. Что-то зависло, что-то в чем-то сами застряли. Вот это все не имеет никакого смысла. Вам нужно с чем-то определяться. Какие-то приоритеты вы должны, мои дорогие, четко обозначить. И не должно быть тут такого, знаете, ну, как будто мы сидим на двух стульях, ну и дальше будем так сидеть. Нет, вам нужно с чем-то определиться. И вы знаете, ваше же настроение, оно вот где-то именно вас подталкивает к тому, чтобы больше было ясности в личной жизни. Поэтому не бойтесь, как и куда-то съездить, например, отправиться, чтобы эту ясность внести в собственную жизнь. Потому что на кону уже будущее, тройка жезлов. Какой еще совет? Правда, опять дорога. И тут конкретная дорога. Я иногда в шутку, конечно, но говорю, я не знаю вы о чем, но ехать надо. Может быть, это встреча. Может быть, это в разведку, да, съездили, посмотрели, увидели своими глазами, какую-то беседу провели. Ага, уже что-то проанализировал. Тут самое главное, вот посмотрите, камень преткновения. А эта карта, кстати, заслуженного успеха. Где-то они вот так немножко пересекаются, потому что это мы отплываем от старого берега какого-то безжизненного. А основная где-то заминка, она идет именно, посмотрите, в том, что мы подзастряли в прошлом. Или то, что мы считаем, может быть, правильным. А тут уже что-то поменялось. Или, может быть, приходится договариваться с людьми, которые, ну, думают иначе, но к нам относятся хорошо. Может быть, мы такие отношения будем тоже сохранять и переводить на какой-то новый уровень. Этого я тоже не исключаю. Тут как-то надо более рациональнее. На кону именно ваша победа и какой-то успех. И одновременно счастье, изобилие, процветание, вопросы дома, вопросы семьи и личной жизни. Но все начинается только с вас, с вашего решения. Потом решимость и первый шаг. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за ваши душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.